Глава 14. Гопники Средневековья или не все то золото, что блестит. Дальше по планам было следующее пятно растекающейся энергии. Пока я занимался раскопками в поле, Дорот изучала в шаре соседствующее пятно и обнаружила там довольно крупный поселок, почти город, и замок, стоявший в некотором отдалении от него. Замок располагался на холме, в часе езды от населенного пункта. Загвоздка состояла в том, что это все находилось на границе с другим герцогством, и это были чужие владения. Но так как цель примерно была ясна, и это было не поле, копать больше не хотелось, то, решив абстрагироваться по ситуации, отправился туда. Поставив замок, как в прошлый раз, в 3 днях езды от пятна энергии, направился прямиком к поселку, решил начать поиски оттуда. Дорот надавала поручений на обратной дороге прикупить что-нибудь съестного. Бедолага уже довольно долгое время сидела только на сушеной рыбе. Добравшись до поселка без приключений, пару раз слышал волчьи завывания, но самих волков не видел. Начал внимательно поглядывать на оживший поисковик артефактов, за движением его стрелки. Он вел меня прямиком в поселок. Уже подумалось, что то, что я ищу, находится там, но стрелка упорно вела меня дальше. Проехал поселение насквозь и выехал из поселка по дороге, которая привела меня вместе с зачарованным компасом к замку. Меня окликнул со стены стражник, поинтересовавшись, что я здесь забыл. Я ответил, что у меня дело к владельцу этого замка, на что мне ответили, что барона с семейством сейчас нет, что те уехали к своему сюзерену, графу такому-то, по делам, и будут не скоро. Постоял в раздумьях у ворот, тем самым заставив понервничать стражников. Когда стражники, стоявшие за опущенной решеткой, начали перешептываться, и тот на стене, с кем я вел разговор, начал снимать со спины лук, принял единственное верное решение – убираться от этого охраняемого объекта. Поехал обратно по дороге к поселку, в надежде хоть там разузнать что-нибудь интересное. Остановился на одном постоялом дворе, как всегда предупредив обслуживающих конюшню и лошадей, чтобы те не приближались к лошади, что той не нужно сыпать овса и давать воды. В общем, чтобы близко к ней не подходили. Пошел снимать комнату. Сняв комнату, сразу попытался разговориться с хозяйкой двора, но у той не было времени на разговоры. Хозяйка постоялого двора была вдовой, дело у нее было не впроворот. Она еще занималась готовкой на кухне для постояльцев, а содержать постоялый двор ей помогали ее дети, которые и были работниками этого заведения. Мы успели лишь перекинуться парочкой фраз. Хозяйка подтвердила слова стражника об отсутствии их господина, что барон отправился к своему другу и сюзерену на празднование юбилея и приедет не скоро. Также, что замок ничем не примечательный. Замок как замок, без каких-то особенных вещей, находившихся в том замке. Про такие вещи она ничего не знает и ничего не слышала. С утра поехал опять к замку. Чтобы не схлопотать стрелу от стражников, заехал в лес. С его окраины начал вести свое наблюдение. Погода, природа, все было замечательно. Щебетали птички. Солнце пробивалось сквозь листву, играя бликами на моем доспехе. А я сидел возле дерева и смотрел на замок. Приходили какие-то люди, стражники их пропускали. Скорее всего, это была обслуга замка, жившая в поселке. Пару раз оказалось, что рядом со мной есть кто-то еще. Списал это на диких животных, а может и охотников. Понаблюдал за замком до вечера. Стражники выпустили людей, пришедших утром. Те пошли по дороге в поселок. Начинало темнеть. Зажглись огни на стенах замка. Сев на коня, я поскакал на постоялый двор, где снимал комнату, обогнав по дороге людей, вышедших из замка. Сидя у себя в номере, продолжал ломать голову над тем, как же попасть в замок. Приходила идея переодеться в местного жителя и с утра вместе с работниками замка проникнуть в замок, притворившись слугой. Позавтракав, решил повнимательнее понаблюдать за процедурой прохождения обслуги через стражников, чтобы не попасть в просак, когда сам попытаюсь пройти через них. Заехал опять в лес возле замка. Обустроившись на вчерашнем месте, приготовился ждать людей из поселка, которых опять обогнал, уже по дороге в замок. Дождавшись их, стал внимательнее смотреть за процессом прохождения через КПП. И чем больше смотрел и подмечал, тем больше мне это не нравилось. Стражники приветственно встречали прибывших.
Те, в свою очередь, подходили и здоровались со стражниками. Ну, конечно же, эта обслуга замка, преимущественно состоявшая из женщин, были женами, родственницами или просто знакомыми стражников, которые сами были из того же поселка. Откуда им еще взяться? И, естественно, все друг друга знали. Мой план шел коту под хвост. Меня как чужака сразу раскроют. Да и бегать по замку без оружия и доспехов, даже если каким-то чудом проникну туда, меня такая перспектива не устраивала. План проникнуть в замок под видом слуги умер, не успев реализоваться. Идей и вариантов не было никаких. Надо было возвращаться в поселок, прикупить съестного, вернуться к себе в замок и попытать счастье с другими артефактами. От раздумий уже на тему, что прикупить в поселке, точнее попытки вспомнить, что мне там наговорили, меня отвлекло какое-то шуршание за спиной. Обернувшись, увидел 2 человек, приближавшихся ко мне. Агрессивных действий они не проявляли, шли спокойно, поэтому и я не торопился вытаскивать меч. Остановившись в метрах 4 от меня, один из них поздоровался со мной. Я поздоровался в ответ. Люди походили на охотников, с луками за спинами, длинными кинжалами за поясами, и у одного из них было копье. Человек, который поздоровался со мной, поинтересовался, что я здесь делаю, и не заблудился ли я, нужна ли мне помощь. Мы находились на окраине леса, откуда виднелся замок и дорога. Так что про заблудился ли я, вопрос был чисто риторический. А вот что я здесь делаю, это их интересовало гораздо больше. Тем более на охотника или на собирателя ягод и грибов я не походил. «Наслаждаюсь природой и любуюсь местной архитектурой», – ответил я им. «Слышал, Глеб, любуется на архитектуру». Громко по-глупому заржал молчавший до этого второй охотник, или кто там они были, толкнув локтем в бок первого. «Слышал», – поморщился первый. «Вы его извините, его в детстве головой роняли несколько раз», – обратился он ко мне. «Ничего меня не роняли», – обиделся второй. «Меня кобыла легнула, когда я хотел...» «Господину рыцарю, да и мне, крайне неинтересно, что ты хотел сделать с лошадью. Да и почему она тебя легнула», – оборвал его первый. «Ну не будем ходить вокруг да около», – продолжил он. «Нас прислал к вам наш предводитель. Мы как раз подстрелили оленя, и он приглашает вас на жаркое и на поговорить». «С чего бы ему приглашать меня на жаркое? И о чем ему со мной разговаривать?» – удивился я. «Поверьте, общие темы для разговора у вас найдутся», – заверил меня первый собеседник. «Он, как и вы, является большим ценителем пейзажа и местной архитектуры». «Что-то мне не хочется идти, не зная куда, не зная к кому. Может, вы разбойники, без обид, и решили меня ограбить». Второй опять громко рассмеялся, за что получил удар локтем в живот от первого. «Господин рыцарь, мы уже второй день за вами наблюдаем. Хотели бы ограбить, уже ограбили бы. Наш предводитель приглашает вас просто переговорить. Возможно, вас заинтересует его предложение. Вы ничего не потеряете, а скорее всего только приобретете, если вас это немного успокоит». С этими словами он отобрал у своего спутника копье, кинжал и лук, разоружился сам и сложил все это возле дерева. «Погрузите это на вашу лошадь. Вернете после того, как поговорите с нашим предводителем». «Ага, а там вас 100. «Если бы 100. В этом-то и проблема», – задумчиво обронил собеседник. «Нет, вместе с предводителем там еще 3 наших напарников. Идемте, повторяю еще раз, вы ничего не потеряете. При любом раскладе набьете себе пузо жареной олениной». Я начал быстро соображать, что делать. Доверия эти 2 у меня не вызывали. Так же, как было сомнение насчет того, что их предводитель является большим ценителем пейзажа. Скорее всего, этот дилетант Шишкина от якобы Ван Рейсдала не отличит. С другой стороны, артефактов у меня было скот наплакал. Череп гоблина и шумная девчонка, которую, естественно, придется оставить здесь. Так что на руках у меня был только один артефакт. Да и поиски других артефактов пока не увенчались успехом. О чем хочет поговорить со мной этот предводитель? Не связано ли это с замком барона? Сплошные вопросы. Но, как говорится, не попробуешь – не узнаешь. Решил рискнуть. Ладно, уговорили, только без глупостей. В случае чего вас первых прирежу. Мой собеседник согласно кивнул головой.
Его спутник, смотря на него, тоже закивал. Уложив их оружие на своего коня, сказал им, что готов. Пускай показывают дорогу. Они пошли вперед, я за ними, ведя лошадь. Предполагал, что мы пойдем глубже в лес, но мы двигались по его краю, и через полчаса вышли на костерок, возле которого сидело 3 человека. Раздался свист, поднял голову и увидел еще одного. Тот сидел на дереве с натянутым луком, направленным в мою сторону. Мой проводник, с которым я вел разговор, успокаивающе поднял руку. Типа все в порядке. Лук опустили, и мы подошли к костру. Один из сидящих возле костерка мужчин со шрамом через все лицо ткнул в мою сторону кость с мясом, которую обгладывал, и направил ее на место возле костра, указывая и тем самым предлагая мне садиться. Все это было без приветствий и каких-либо слов. Все молча. Присев возле костерка, начал ждать дальнейшего продолжения событий. «Чем тебе так замок интересен?» – прервал затянувшееся молчание человек со шрамом на лице и с костью в руках. «С чего вы решили, что мне он интересен?» «С того, что ты как кот, который смотрит на горшок с молоком, стоящий на столе. Сидит и облизывается. Так и ты смотришь на этот замок. Того и гляди, дырку в нем взглядом проделаешь. Так что ты там забыл? Дочерей у барона нет. Его жена страшная, как смерть. Да и укатил он со всем своим семейством на гулянку к своему графу». «Меня интересует одна вещь в замке», – подумав, ответил я. «Сами-то что здесь делаете? И чем вам замок приглянулся? Если пройти отсюда немного к краю леса, то оттуда замок как на ладони виден. Вы сами за ним наблюдаете». «Значит, тебя интересует одна вещь», – задумчиво протянул человек со шрамом и почти обглоданной костью. «Но у нас несколько вещей, находящихся в замке», – он хохотнул. «Барон задолжал мне и моим парням. Но вот незадача. Он не хочет с нами расплачиваться. Что делать, ума не приложу. Может, ты подскажешь?» Продолжил он, криво улыбаясь, отчего его лицо, и так изуродованное шрамом, стало выглядеть еще более жутко. «И вы решили ограбить замок?» Люди, сидящие у костра, и мои проводники, которые тоже подсели к нам и жевали мясо оленя, зловеще расхохотались. Громче всех смеялся второй мой проводник. «Взять свое», – поправил меня человек со шрамом. Кость он уже обглодал и выкинул. «И компенсацию получить, разумеется». Опять криво улыбнулся. «По-хорошему, самого бы барона с его семейством поймать и подпалить вместе с его замком. Но у нас на это нет людей. В последнем сражении у меня полотряда полегло, так что только и остается, что ограбить замок, пока барона нет. Тот уехал, забрав с собой больше половины воинов для охраны в дороге. Что неудивительно, его дед в свое время так чудил, что на месте нынешнего барона я вообще нос из замка не высовывал бы. Ну вообще-то он и не высовывает, но на юбилей к графу он не мог не поехать. Граф как никакой его покровитель, только из-за графа барона и терпят. Это все отголоски деяний дедушки барона. К тому же барону нужно женить своего наследника. Вот они и поехали ко двору графа, проявить почтение и в надежде найти сыну невесту. Предыдущее сватовство сорвалось, а его сыну и наследнику пора уже жениться. Я знал, что он поедет, вот и начал собирать своих людей и еще всех желающих поживиться. Собрал кого только мог. Как правило, всякий сброд. У меня каждый человек на счету, и то нет уверенности, что дело выгорит. Эх, если бы столько надежных парней из моего отряда не потеряли, тогда бы проще дело было. «И где потеряли?» – полюбопытствовал я для поддержки разговора. «Ты, наверное, в курсе, что в соседнем герцогстве Клантона война была между братьями? Может, даже поучаствовал в ней?» Внимательно смотря на меня, произнес человек со шрамом. Я неопределенно пожал плечами. «Ну да ладно, дело прошлое», – смотря в сторону, произнес предводитель. «Так вот, началось все с деда нынешнего барона. Он был сыном одного худородного дворянина, как он сам говорил, а кто-то считал его из простых людей. Еще в юности тот собрал ватагу из людей, любящих поживиться за чужой счет, принялся грабить путников на дорогах и воровать скот. Его шайка росла, и он принялся грабить маленькие деревушки. Поймать его никак не могли, везучий был сукин сын и хитрый. Пограбит в одном месте, затем в другом.
В одном графстве, затем в другом герцогстве. Долго не сидел на одном месте. В бой с патрулями, посланных на его поимку, никогда не вступал. Его шайка растворялась словно по волшебству, чтобы потом собраться в условленном месте и опять начать грабить. Крови и нервов попортил многим, особенно облюбовал местное графство. В то время тогдашний граф, владетель этих земель, вел судебную тяжбу со своим соседом из-за какой-то земли, то ли городка, между делом устраивая между собой пограничные стычки, в ожидании решения суда. И тут дедушка нашего барона принялся грабить здешнее графство. Граф, который помимо судебной тяжбы со своим соседом, вел с ним силовой диспут, не мог гоняться за разбойниками, грабящих его владения, и просто волком взвыл. Точнее, взвыли его вассалы с крестьянами и горожанами, требующие от графа оградить их от разбойничащей и творящей беспредел шайки бандитов. Не знаю, каким образом, но людям графа удалось выйти на этих разбойников, и они договорились. Граф предложил им амнистию, простил им все делишки, которые они сотворили на его землях, и взял под свою защиту от разъяренных жителей и своих вассалов. Взамен те перестали грабить владения графа и опять же по уговору начали помогать графу с его соседом, тем, что хорошо умели, а именно грабить и насильничать. Тогда уже взвыл сосед графа, точнее сначала его вассалы, торговцы и жители его земель, а затем уже и сам сосед графа, от навалившихся на него жалоб на разбойников. Он, как и сам граф, не мог гоняться за разбойниками, так как вел такой же силовой диспут с графом на границе. Терпение соседа графа лопнуло. Проблемы, доставляемые ему разбойниками, перевесили желание заиметь спорную землю или городок. Точно не помню. И тот отозвал свой иск на претензию, с воплями, чтобы граф убрал наконец своего бандита. Граф был доволен исходом конфликта, а также понимал, что немного погодя шайка разбойников возьмется за старое, и не факт, что не на его землях. Поэтому, чтобы обезопасить свои владения, он, объявив их героями в партизанской войне, если можно так сказать, наградил медалью за верную службу их предводителя, даровал тому титул барона и один из своих замков с поселением для кормления, с условием, чтобы тот со своей бандой перестал проказничать хотя бы во владениях графа. Новоявленный барон, дедушка нынешнего барона, взвесив все за и против, согласился с этим предложением и принял вассалитет, по совету графа избавившись от самых буйных и неуправляемых из своих коллег по опасному бизнесу. После всего этого вместе со своими людьми поселился в здешнем замке и в прилегающем поселке. Насколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Дедушка нынешнего барона явно был создан не для мирной жизни. Спустя некоторое время он опять принялся за старое. Вместе со своими людьми без знаков различия на одежде и доспехах, чтобы никто не узнал, кто они, начал выезжать за пределы графства и грабить торговцев, везущих или уже распродавших свои товары. В графстве своего сюзерена он старался не заниматься своими темными делишками, но когда добыча сама шла им в руки, то случалось всякое. А скольких людей дед барона запытал в темницах своего замка, просто не счесть. Знатные люди, купцы, торговцы, богатые горожане, пойманные им во время рейдов, всех их тащили в замок, где в пыточных камерах с них выбивался выкуп за их освобождение. Доказать, что это дело рук новоявленного барона, никак не могли. Выжившие на пыточных дыбах люди, выпущенные за выкуп, не могли указать на то место, где их держали и пытали. В замок их ввозили и вывозили с мешками на головах. Доказать не могли, но догадывались, кто это может быть. Граф смотрел сквозь пальцы на проделки своего новоявленного барона, так как тот все же старался не доставлять проблем местным и самому графу. Барон-разбойник был уже в средних годах и надумал жениться, и женился на дочери одного помещика, также вассала графа. Как ему это удалось, никто не знает. Иметь с таким дела и тем более отдавать разбойнику, бандиту и вымогателю, вчерашнему простолюдину дочь или родственницу замуж, такое в страшном сне не могло присниться дворянам графа. На все расспросы людей зачем и главное, как тот мог отдать свою дочь такому человеку, на все эти вопросы помещик лишь отнекивался или отмалчивался.
Были люди, утверждающие, что видели некого молодого человека, который пешком шел по дороге из замка барона-разбойника. Человек был крайне изможден, со следами пыток. Его подобрал и усадил к себе на повозку один из жителей поселка, который возле замка, и отвез того на постоялый двор. Тот человек явно был из благородных. Он о чем-то долго разговаривал с хозяином двора, и ему выделили комнату. Спустя несколько дней на постоялый двор заехала карета, сопровождающая ее отрядом всадников. Кучер на седлах был в ливрее с гербом помещика, выдавшего свою дочь за барона-разбойника. Сопровождающие карету всадники также были с гербами того помещика на доспехах. Они забрали молодого человека с собой и уехали. Кто был этот человек? Не являлся ли он случаем пропавшим сыном того помещика, пропавшего за полгода до описываемых событий, а именно свадьбы барона-разбойника? На все эти вопросы могли ответить лишь несколько людей, но владельца постоялого двора нашли повешенным в амбаре, а подвозившего его жителя с перевернутой повозкой и проломленной об камни головой. Списали это на отвалившееся колесо, что и послужило заносу и дальнейшему падению с довольно крутого склона того участка дороги. Так или иначе, новоиспеченный барон удачно женился на благородной даме, и вскоре у него родился сын. Несмотря на женитьбу и рождение сына, барон-разбойник так и не остепенился, продолжал заниматься своим любимым делом. Дома бывал редко, и детей больше не заимел. Тем временем сын главаря разбойников, отец нынешнего барона, подрос, и бандита начал волновать вопрос уже по поиску жены для своего сына. Понимая, что с ним разговаривать из дворян никто не будет, направился сразу к своему сюзерену, графу. Тот вошел в положение своего неугомонного барона и согласился помочь, в надежде, что хотя бы из сына разбойника с большой дороги выйдет достойный дворянин, ну или что-то около того. И лично сосватал за сына своего непутевого барона дочь другого своего барона, у которого было 7 дочерей, и который ломал голову, куда и как всех пристроить. Приданого на всех не напасешься. Он и так взял взаймы у своего сюзерена на ремонт своего замка. Но приданное не требовалось. Нужна была лишь невеста благородных кровей. И барон, отец невесты, после долгих раздумий и уговоров графа, дал согласие на брак, как и граф, в надежде, что сын не пойдет по стопам отца. Надежды обоих оправдались. Из сына барона-разбойника, отца нынешнего барона, вышел спокойный человек, без жажды приключений и тяги к авантюризму. Пока его отец грабил и убивал где-то вдали от дома, его сын занимался домашними делами, обустраивал замок и поселок возле замка, расчищал лес под пахотную землю. Прикупил у графа парочку деревень, находившихся рядом с баронством по соседству, чему граф был только рад, видя, что сын разбойника растет хорошим хозяйственником. Старался как мог наладить дружеские отношения с соседями. Но дела его отца барона-разбойника все перечеркивали, особенно после какого-нибудь удачного рейда, пускай это было и не на землях графа, но все равно земля слухами полнилась о похождениях бравого барона, предводителя бандитов и грабителей. Но родителей не выбирают. Неугомонный барон старел и все реже стал делать вылазки из замка. Начала сказываться его бурная жизнь, проведенная в дорогах и полная приключений. Человек, который находился всю свою жизнь в движении, сидя в замке, начал быстро угасать и все реже вставал с постели. Так он и умер в окружении сына и 2 внуков. Это один из них, нынешний барон и его младший брат. Многие тогда вздохнули с облегчением. Сын покойного, вступивший в наследство и взявший бразды правления в свои руки, начал заниматься отбеливанием пятна с их семейства, что происходило не совсем удачно. Проделки его покойного отца-бандита были еще слишком свежи в памяти людей. Уже взрослели и его сыновья, и теперь уже сын покойного барона-разбойника озадачился поиском для них достойных и, главное, благородных жен. Вот и отправился на поиски в столицу королевства, ко двору короля, так как местные, и тем более дворяне соседних герцогств, там, где больше всего чудил дедушка нынешнего барона, те ему, скорее всего, глотку перерезали бы, чем выдали бы за его сыновей своих дочерей. Если первого барона-разбойника боялись и презирали, то его сына просто презирали.
При дворе короля ему посчастливилось, и он нашел жен для своих сыновей, пускай не слишком знатных, без какого-либо крупного приданного, но все же дворянок. Поженив своих сыновей, сын разбойника, чтобы не мозолить глаза людям, ушел в затворничество, посвятив себя ведению хозяйства своего баронства. Его редко можно было увидеть при дворе графа. Младшего сына, брата нынешнего барона, он отправил на службу к королю в королевскую армию, а старшего начал учить вести домашние дела. Прожил отец нынешнего барона недолго и умер от какой-то болезни, когда ему было немного за 40, несмотря на все старания мага и замкового лекаря вылечить его. Поговаривали, что на него навели порчу. В наследство вступил его старший сын, нынешний владетель замка и его окрестностей. Нынешний барон не такой хозяйственник. Жизнь и быт жителей его земель его мало интересует. Просто дворяне графства не приглашают того на охоту, балы или какие-нибудь другие мероприятия к себе в дом. И нынешний барон от безысходности занимается делами своих владений. Ну, хоть он и не являлся таким деловым хозяйственником, как его покойный отец, но и увлечений прятаться по лесам и грабить путников и торговцев на дорогах, увлечений, присущих ему знаменитому дедушке, за ним также не наблюдалось. Единственной отдушиной были приглашения от графа, его сюзерена, сына того самого графа, кто даровал баронство его дедушке. Следуя наставлениям своего отца, нынешний барон также пытался облагородить свой род. Хоть дедушка-разбойник и представил бумаги, удостоверяющие, что он является дворянином, но откуда он взял эти бумаги? Являлись ли они подлинными или же подделкой? Отнял он их или украл у кого? Все это было под большим вопросом. Кто-то пытался в то время провести расследование, чтобы вывести новоявленного барона-разбойника на чистую воду. Но нищенствующий дворянин, на которого ссылался разбойник, как на своего отца, был уже на кладбище. Близких родственников у того не было. А дальние говорили, что вроде бы у того был сын, но то, что это новоиспеченный барон, этого они не могли подтвердить. Или же не хотели. Такими родственниками, как барон-разбойник, обычно не хвастаются и открещиваются от таких. Позора, потери репутации в глазах достойного общества или даже мести от пострадавших никто не хотел. В общем, происхождение первого барона было весьма и весьма туманным, и задача последующих его наследников состояла в том, чтобы на них перестали коситься, не только как на выскочек, получивших титул барона, но и вообще, чтобы никто не подозревал их в неблагородном происхождении. Для этого нужно было родниться со знатными родами, и чем знатнее, тем лучше. И тут в этом деле нынешнему барону повезло. В соседнем герцогстве Клантона вспыхнула война между братьями. Противоборствующим сторонам потребовались солдаты для ведения военных действий. Барон отправил своих людей разузнать, что там к чему. Те вернулись в скором времени с неким человеком. Неким человеком оказался камергер одного маркиза из герцогства Клантона, вассала одного из младших братьев, которые начали войну со старшим, за наследство и титул герцога их покойного отца. Маркизу требовались солдаты, много солдат. В случае успеха его сюзерена, когда тот стал бы герцогом, то тогда он отблагодарил бы всех тех, кто помог ему стать герцогом, и чем существеннее помощь, тем, естественно, больше благодарность и вознаграждение за оказанную помощь. Казна маркиза была не бездонной, а солдат требовалось все больше и больше, и он искал людей, готовых помочь ему солдатами или деньгами. Барон готов был помочь, но, естественно, требовал что-то взамен. И это что-то взамен оказалась родственница маркиза. Барон обязался предоставить маркизу определенное количество солдат, а также содержать и выплачивать им жалования на все время военного конфликта. А маркиз согласился выдать свою родственницу, как та подрастет, за сына барона. Представляешь, барон сосватал своего сына за родственницу, пускай и не близкую, самого маркиза. Раздался храп. Человек со шрамом, прервав свой рассказ, устремил свой взгляд на его источник. Им оказался один из моих проводников, приведших меня сюда. Самая счастливая жизнь у идиотов. Главное сладко пожрать и сладко поспать, обронил он. Ни забот тебе, ни хлопот, даже завидно. Уставившись на костер, человек со шрамом замолчал, задумавшись о своем.